Дробицкий Яр. Урочище в восточной части Харькова начинается в месте пересечения проспекта Героев Харькова с окружной автодорогой. Дробицкий Яр получил известность как место массовых расстрелов гражданского населения, осуществлявшихся нацистскими оккупационными войсками в 1941-1942 годах. По переписи населения 1939 года в Харькове проживало 833 тысячи человек, из которых 130 250, а это чуть больше 15,5%, составляли евреи. Население города росло, и к началу Второй мировой войны город впервые готовился к рождению миллионного жителя. Однако по понятным причинам этого события Харькову пришлось ждать до 1962 года. До захвата Харькова нацистами в город прибывали беженцы из областей, уже охваченных боевыми действиями. И в сентябре 1941 года в нем, включая пригород, было сосредоточено до 1,5 миллиона человек. Из них 400 тысяч удалось организованно эвакуировать. Среди них, по мнению харьковского историка профессора Анатолия Скоробогатова, было большинство местного еврейского населения. Тех, кто бежал отсюда самостоятельно, исследователи не учитывали. 24 октября 1941 года в Харьков вошли немцы. В городе установилась власть военной администрации в тесном сотрудничестве с городской управой из местных жителей. Они быстро справились с организацией мирной жизни в городе. В самом начале оккупации тысячи людей, в основном евреи, были арестованы и вскоре расстреляны или повешены в центре города. В начале ноября городская управа создает Юденрат. 22 ноября евреев обязали носить желтую повязку и переселиться в гетто. Начальник зондеркоманды 4А штандартенфюрер Пауль Блобель издал приказ о переселении евреев в бараки в районе Харьковского тракторного завода на расстоянии около 7 миль от городского центра. 5 декабря 1941 года Харьковская городская управа издала постановление о проведении переписи и регистрации населения по районам. Для переписи лиц еврейской национальности были заказаны специальные бланки желтого цвета. В середине декабря 1941 года на улице Рыбной, сейчас Кооперативная, при гараже зондеркоманды 4А была открыта тюрьма, где содержались несколько десятков человек, в основном евреев. Узников тюрьмы гоняли на тяжелые работы, избивали и периодически расстреливали. 14 декабря 1941 года появилось воззвание городского коменданта к евреям города Харькова. В нем призывалось до 16, по другим данным до 20 декабря включительно, переселиться в бараки тракторного и станкостроительного заводов. Во время переселения в гетто евреев избивали, грабили и убивали. В каждом бараке оказалось по 700-800 человек. Им не давали есть и не позволяли самим добывать себе еду. Нельзя было покидать гетто после наступления темноты. Многие умерли от голода, холода и болезней. 18 декабря 1941 года зондеркоманда 4А под предлогом перевода в еврейскую общину забрала из психиатрической больницы около 200 больных евреев и расстреляли их. 25 декабря 500 евреев, согласившихся поехать на работу в Полтаву, Ромны и Кременчуг, были убиты в Дробицком Яру. А через несколько дней 2 января 1942 года началась ликвидация гетто. Евреев группами вывозили в Дробицкий Яр и убивали. Для ликвидации евреев использовались также душегубки. По советским источникам в Дробицком Яру уничтожено около 15 тысяч человек,
по немецким 21 685. Гетто было создано на территории 10-го района Харькова. Выселение населения из бараков, планировавшихся под гетто, было возложено на местную управу, которую возглавлял Николай Поспелов, служивший до войны в одном из военкоматов города. Люди оттуда были переселены в ближайшие дома. После призыва в армию и эвакуации в городе оказалось много пустовавшего жилья. В выселении же евреев главная роль принадлежала управдомам, жившим там и до войны. У управдома была так называемая вспомогательная тройка. Если еврейская семья с территории гетто убегала, то управдом участвовал в ее поисках и отлове. Гетто охранялось сотрудниками полевой жандармерии зондеркоманды 4А и 314-м батальоном полиции безопасности. Там были не только немцы, но и варта из местного населения. В расстрелах в Дробицком Яру местная вспомогательная полиция не участвовала. Там были задействованы зондеркоманда 4А и тот же батальон 314. В начале января 1942 года еврейское гетто в Харькове прекратило свое существование. Тысячи евреев были уничтожены немецкими нацистами в Дробицком Яру. Уже в декабре 1943 года, после первого освобождения Харькова, начался суд над военными преступниками. Тогда из сообщений Совинформбюро весь мир впервые узнал о так называемых «газенвагенах» – машинах-душегубках и газе «Циклон-Б». Трагедия Дробицкого Яра начала постепенно стираться в памяти тех, кто не очень хотел о ней знать. Однако память существует, пока живет совесть. В течение 1960-1980-х годов многие общественные организации вели исследовательскую работу для увековечивания этой трагедии. В 1988 году при Харьковском отделении Украинского фонда культуры Евгений Лысенко и Виктор Бойко основали программу «Дробицкий Яр», где собирали письма от родственников погибших и создавали картотеку Холокоста. В 1991 году Харьковский оргкомитет принял решение об увековечивании памяти жертв фашизма, похороненных в Дробицком Яру, объявил открытый конкурс проектов мемориального комплекса. Победили соавторы Лейбфрейд и Савенков. Окончательный проект они создавали совместно. По решению Харьковского горсовета от 23 октября 1992 года было начато строительство мемориала. Мемориал строили долго. Из-за нехватки средств работы нередко приостанавливались. Однако сначала эту инициативу поддержал Всесоюзный совет еврейских общин, потом к строительству присоединились разные организации, концерны АВЭК и УПЭК, завод имени Малышева, авиазавод, завод Турбоатом, Хартрон, предприниматели международных организаций, банки города, передавшие средства в благотворительный фонд «Дробицкий Яр». Руководил строительством Сергей Ищенко, признанный правительством Израиля праведником мира. В 1994 году произошло освящение строительства. Его провели главный раввин Харькова и православный священник. Сначала возвели фундамент под 20-метровый памятник, но из-за недостатка денежных средств строительство было фактически прекращено с 1995 года, и только в 2000 году строительство возобновилось. 13 декабря 2002 года была открыта первая очередь мемориала. В нее вошел знак минора, автодорога к мемориальному комплексу, аллея и памятник-монумент. 22 августа 2005 года на мемориале жертвам нацизма открылся траурный зал с чашей скорби, в котором на планшетах белого мрамора увековечены тысячи имен трагедии.
Среди населения Харькова были свои спасители евреев. 84 жителя Харькова были удостоены звания «Праведник мира». Но в действительности героев было гораздо больше. И главным среди неотмеченных является харьковчанин, профессор-медик Александр Иванович Мещанинов, главврач больницы на Холодной горе. Кроме спасения 2000 военнопленных, профессор принял участие и в укрывательстве евреев. Кстати, на канале есть отдельное видео про Александра Мещанинова, которое, к сожалению, набрало мало просмотров. Если вы не видели, интересно посмотреть, ссылку я оставлю в описании к видео, которое вы сейчас смотрите. «26 марта 2022 года в ходе российского вторжения в Украину мемориал был обстрелян и поврежден. Происходили здесь и осквернения мемориала. Совсем недавно, в апреле 2025 года, трое молодых людей осквернили мемориал. Двое парней и девушка были сфотографированы, исполняя нацистские приветствия. Фотографии инцидента были опубликованы в популярных харьковских телеграм-каналах, вызвав широкое возмущение таким поступком людей. – 27 января украинцы вместе со всем миром отмечают День памяти жертв Холокоста. Эта дата не случайна, поскольку именно в этот день был освобожден один из самых больших лагерей смерти Аушвиц-Биркенау, известный нам как Освенцим. Мемориал жертв Холокоста Дробицкий Яр в Харькове – символ скорби и печали о тысячах загубленных жизней. Это страшное место заставляет сжиматься сердце. Только здесь в полной мере понимаешь, насколько важно не просто сохранить память о погибших, важно, чтобы их имена звучали, возвратились из небытия. В первые годы работы мемориала приезжало много людей из Израиля, Германии и других стран, выжившие в те страшные годы и те, у кого погибли родственники. Каждый оставлял свои воспоминания. Мемориальный комплекс Дробицкий Яр займет свое место в ряду выдающихся памятников трагедии истории, как ими стали Хатынь, Варшавское гетто и Бабий Яр. Так пусть же шестиметровая минора на холме станет вечным знаком скорбной памяти потомков тех, чья жизнь была бесчеловечно жестоко оборвана в Дробицком Яру.